рассмотрим опил формы квадрат, салонный вариант. Измеряем длину и придаем форму свободному краю. Зажимаем боковые валики пальца клиента так, чтобы нам был виден только его ноготь. Таким образом мы не повредим кожу клиента. В некоторых методиках опила эта линия называется линия номер 2, линия свободного края. Правильность этой линии проверяем с внутренней стороны свободного края. Первая линия не пилится. Это визуальная ось пальца, которая проходит вдоль пальца и не повторяет естественных изгибов пальца. Третья и четвертая линии. Они едва ли не самые важные. Именно ими создается четкая форма. Для этого ставим пилку на ребро и движениями на себя без смены направления пилим с одной и с другой стороны ногтя. При этом следим за толщиной по бокам. Она должна быть не менее 0,5 мм с обеих сторон. Иначе может открыться натуральный ноготь, и в этом случае придется докладывать материал. Эти линии должны быть перпендикулярны второй линии и параллельно между собой. Пятая линия – это линия по контуру кутикулы. Ее необходимо опилить так, чтобы материал отступал от кутикулы не менее чем на 1 мм, иначе будет отслойка. В этой зоне должен быть самый тонкий слой геля. Опиливать эту зону нужно очень аккуратно, иначе можно повредить кожу клиента. Использовать лучше всего пилку не менее 180 грит. Шестая и седьмая линии. Они убирают образовавшиеся грани после опила третьей и четвертой линии. С шестой и седьмой линии мы убираем эти грани, убирая угловатую поверхность. Правильность их опила можно проверить, нажав на свободный край ногтя. Он от нажатия не должен сгибаться, как делает при этом натуральный ноготь. Толщина геля по бокам должна быть не менее 0,5 мм. Опиливая эти линии, мы как бы округляем боковые стороны ногтя. Шестая и седьмая линия должны быть между собой симметричны. Восьмая. Это не линия, а высшая точка на ногте. Она находится на своем месте в зависимости от длины свободного края. Если свободный край меньше длины ногтевой пластины, то эта точка находится в центре всей длины от кутикулы до конца свободного края. Если длина свободного края такая же, как и ногтевая пластина, то восьмая точка находится на стрессовой зоне, зоне улыбки ногтевой пластины. Девятая. Это не линия, а зона. Мысленно находим восьмую точку и от нее в сторону свободного края опиливаем зону, которая в итоге должна создать ровную красивую арку со стороны свободного края. Проверяем, прикладывая пилку на восьмую точку и смотрим в торец ногтя. Все впадины и неровности очень хорошо видны, их следует опилить. Десятая линия. Эта линия выравнивает боковые части ногтя под один уровень. При правильном опиле толщина свободного края поперечной арки должна быть около 1 мм. Если получилось больше, то можно выпилить с внутренней стороны фрезой насадкой цилиндр. В итоге, после правильного опила должна получиться форма, повторяющая форму натурального ногтя, но при этом иметь толщину, чтобы ноготь не сломался в процессе носки. Но он должен быть и не слишком толстым, и тем более обязательно ровным. Мы с вами рассмотрели основные линии опила квадрата в салонном варианте наращивания ногтей. С вами была Ева Лорман. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте отзывы, ставьте лайки. Всего вам доброго и удачи!